Раз, два, три, проверка. Ну что, ребятки, всем привет! Привет, гости, подписчики канала. Так, меня слышно? Да. Так, ну что, продолжаем проходить Frostpunk. Какая-то хрень. Гайс, ну что за фигня? Почему стрим фризит? А, ребят? Почему стрим фризит? Вроде разлагал, да? Ребят. Да, все работает. Всем привет еще раз. Всем привет. Робби. Виктор, привет. Смоук, здорово. Привет, ребят. Приветствую. Давайте начинаем. Надеюсь, без проблем сейчас будет. Не знаю. В чем проблема была? Ну, да ладно. Погнали. Frostpunk. Так, ну что у нас на этом стриме задачка есть? Игротека, приветствую тебя. Спасибо. Задачка. Так сказать, организовать связь с этими населенными пунктами. Так, с одним я практически уже наладил связь. Осталось с лагерем у корабля и плюс еще детская шахта. Надо ее найти и уже с ней взаимовыгодные отношения начать. Так. Город, вернемся, замерзший. Сейчас главное не тупить. Построить улучшение улучшенное депо для безопасного маршрута. Так, у меня 85 стали, 300 дерева, 500 угля. Что очень даже неплохо. Секунду. Блин, музыка играет. Сорян. О. Меня же не слышно было, наверное. Сейчас проверю все, да, все работает. Все, поехали. Заворачиваемся в покрывало, одеваем теплые носочки, теплые вещи. Так, что происходит? Да ну что, там опять такой XD. Прости. Ну все работает. Все работает. Спасибо, Смоук. Спасибо большое. Так, сразу давайте в дело. Так, здесь у нас полный боекомплект. Так, что у нас по исследованию? Надо вспомнить, что я хотел сделать. Ресурсы. Пабгер 2342 приезд. Дом. Или же расширение батареи. Так, надо вспомнить. Да, расширение батареи, мне кажется, нужно сделать. Потому что сейчас начнутся лютые морозы. Давайте так и поступим. Начать. Ну да, цеглы. Вернее, надо было озвучить. Да, это я так говорю. Да. Что там опять такое, да? Это я. Кстати, у меня ребята ожидают. Чего вы ожидаете? Идите. Сюда, например, да? Так, и у меня еще ожидают здесь. Они требуют металл. Прямо просим. Плюс
Плюс надо сохранить тепло каким-то образом, что вряд ли получится, как мне кажется. Это я провалю здание. Хотя если печку подрубить помощнее, на второй уровень перейти. Да, давайте сразу перейдем на второй уровень. Может, это сработает. Надо сколько домов? А, приемлем. Сейчас, секунду, давайте чекнем сразу. Во. Немножечко закипятил бульончик в этих домах. Может быть, поможет. Battlecats Gamer, привет! Ты от меня отписался? Battlecats Gamer. Так, давай секундочку, раз, пока я на паузе. Блин. Battlecats Gamer. Как тебя найти, Battlecats Gamer? Конечно, не супер удачно. Ты решил спросить. У меня вообще подписки открыты? Нет, я не отписался от тебя. Зачем мне отписываться? Даже 85, да, 85, все подписано. Нет. Короче, чекайте подписки мои, если у вас есть вопросы. Которые у меня открыты. Battlecats Gamer. Так, ну поехали. Спасибо за пожелание удачи. Так, 60 стали. Что-то можно сделать, может быть, у меня все 23 хлопчика. Окей, у меня просто 85 было, а теперь... было 86, а теперь 85. Ну, дружище, я не знаю. Я не знаю. Такое бывает на Ютубе. Бывает, люди подписываются, бывает, люди отписываются. Так, может быть, 23 человека. Может, что-то с ними сделать можно? Что можно с ними сделать? Угледобытчик можно сделать, кстати. Можно сделать угледобытчик. 15 древесины всего. Клик-клак. Приветствую тебя, спасибо. YouTube болеет очень, да? За ночь отписало 200 человек. Я думал, то, что лаги, проблемы с трансляцией из этого. У меня в начале стрима были проблемки. Угледобытчик. Да, может быть, его все-таки построить, а, ребят. Нас дерево. Смысл. Блин, это у меня же есть. Что я погнал. Цирус ЛП, приветствую тебя. Привет. Так, чтобы мне построить что-то, нужно вот это. Да. Ладно, пока без угольной шахты. У кого не спрашивал, именно сегодня много у кого отписался народ. У меня 2 человека улетело. Ну, посмотрим, что у меня будет завтра. У меня вроде бы не было такой просадки по подписчикам.
Так, стойте. Отвлекаюсь опять, ребят, отвлекаюсь. Трудное препятствие. Мы выяснили, что расщелина уходит за ледяной покров. Глубоко в скалу. Возможно, это результат тектонического движения, но камень мог треснуть и под тяжестью льда. Щель такая глубокая, что брошенные в нее куски льда исчезают без звука. Кроме того, она еще и довольно широкая. Так, я про щель, по-моему, читал, про широкую щель, да. Я читал бы. Про глубокую щель. Не очень интересно. Сплюнь прямо на YouTube. Вот это сплюнул. Ну, мимо микрофона, конечно, чтобы не заплевать. Так. Короче, мне надо сталь. Единственное, что я знаю, что мне нужно сталь. А, зараза. Все равно я нарушил обещание. Блин, зараза. Так, груз на месте, лагерь у корабля. Супер. О, может пост добычи еще один поставить, чтобы они добывали, типа, быстрее уголечек. Тут 23 человека. Так, и мне, короче, на основе... стоп. Твою мать, еды-то нет. Так, строить безопасный маршрут. Да. Вы потратите 40 единиц древесины. Да. Мы читали, ребята. Так, и теперь постройте улучшенный депо для безопасного маршрута в горячие ключи. Лагерь корабля. Мы знаем, что у вас и так не хватает, хватает проблем, но нам больше некому обратиться. Наши люди начали заболевать и могут умереть. Они не получают медицинскую помощь, которую мы не в состоянии предоставить. Они готовы рискнуть и проделать путь к вашему поселению, если вы... Да, давайте. Если вы согласитесь. Я просто это, ребятки, читал, поэтому быстренько прочту. Так, с едой надо разобраться. Блин, стали мало, капец. Так, а что тут не так? А, еды-то что ли? Температура адовая, я понял. Подрубаем печку. Что делать? Как же тяжко, а? Давайте везде подрубим. Вот, тут уже по кайфу работать. Так, а здесь как? Ну, приемлемо работать. Терпимо. Опаньки, здесь все уже. Я понял. Так, надо, короче, еду. Может, все-таки заказать у них еды? У нас проблемы, нам нужна еда. Спасибо. Потому что без еды мы не протянем. Геймер, приветствую. Как проходит стрим? Ну, начало было такое себе. Ну, вернее,
Были технические проблемки, сейчас вроде нормально. Жить можно. Так, где кто? Здесь. Так, нашли шахту детскую. Да, мы их поддержим. На ресурс. Стаи надо, короче, чтобы запустить постоянный регулярный маршрут. Надежда падает. А, стоп, а что ты ожидаешь такого? Может его куда-то отправить? До базы хотя бы? Там. Пока есть возможность, надо добывать уголь, я считаю. В смысле? Нет собираемых ресурсов. Вы не добивает, что ли? Блин, вот это облом. Это облом. Как так? Логан Плей, привет. Спасибо за лайк. Спасибо. Так, немножечко попал в просак с этой. Слишком далеко поставил пост добычи. Недовольство растет. Как бы не пришлось переигрывать. Давайте, стройте быстрее. Я вас верю. Так. Что такое? Так, лагерь корабля. Геймер, я буду долго на стриме сидеть. Блин, это круто, спасибо. Тогда запасайся чайком, кофейком. Не, лучше чайком. Ну или другими напитками. Или, может быть, вкусняшками. И приятного просмотра. Так, скрытое кладбище. Сэр, наши люди обнаружили нечто ужасное. Расчищая место для поста добычи, они заметили тропу, которая вела глубоко в замерзший лес. Там они нашли поляну с могилами. На одной была шляпа капитана. Судя по всему, местные там похоронили команду корабля. Не стоит об этом упоминать. Лагерь корабля обрадуется. Сказать местным, что мы обо всем знаем. Лагерь у корабля будет недоволен. Не, ну ладно, что у каждого лагеря свои тайны должны быть, да? Пусть будет тайна. Так, отлично. Все, теперь у нас есть... Отлично. С углем немножко разобрались. Минус 50. Надо как-то, короче, я думаю, недовольство сбавлять. И мне поможет в этом папа. Папочка. 20 древесины и 10. Стоп. Нет. Отбой. Вначале мы сделаем улучшенное депо. Да. Чтобы у нас были постоянные поставки еды.
продовольствия. Хотя, может быть, на пап хватит? Да, хватит. Надо строиться, пока что минус 60 не наступило, при минус 60 вообще ничего не построить. Люди будут дико замерзать. Так, еда идет. Идут заключенные, ну вернее работяги. Это хорошо. Так, расширение батареи. Расширение батареи. А, я понял. Сейчас мы применим. Так, тут уже применилось автоматически. Так, здесь тоже. Чай уже приготовил. Красавчик. Так, а здесь? Здесь, наверное, мы все-таки зону поменьше сделаем. Так, а здесь мы отрубим совсем. Здесь зону поменьше. Или нет, побольше сделаем. Чтобы было в кайф работать, ребята. Так, ну вроде круто все, как круто. 37, 179 ожидает. И мы ждем, и мы ждем еду 8 часов. Виктор Плей, может песенку споем? Давай споем, какую? Так, здесь ребятки отработали смену. Сейчас папчик построится. Я думаю, у нас будут это хорошие посиделки в пабе с песнями и пьянками. Так. Проблемы с едой. Народ голоден. Капитан, люди пришли к вам, чтобы пожаловаться на недостаток еды. Они не доедают уже много дней и боятся, что скоро начнется голод. Они хотят, чтобы вы что-нибудь предприняли. Так, накормить их. Нужно накормить всех в течение 3 дней. Нет, мне кажется, сейчас еда будет. Еда должна поступить. 20 кусков мяса, и тут еще плюс 30 кусков мяса. 50 кусков. Постройте торговую базу в детской шахте. Стоп. Вот же. У меня же как раз работяги себя ждут, да? Опять щелкаю лицом. Непорядок. Непорядок. Найс. Так, надежда выросла. Так, надо поставить что-то на прокачку. Что же поставить? Давайте эффективный сбор сделаем. Как мне кажется. Так будет лучше. Быстрее будут собирать ресурсы. Пропавший снегоход. Замерзшее тело водителя по-прежнему внутри. Такие снегоходы использовали для разведки во время экспедиции, но никогда поодиночке. Слишком опасно пересекать морозные земли в чем-то настолько маленьком. Это значит, что когда-то давно здесь проходила колонна, причем вероятно спешки, иначе они бы похоронили беднягу. Снегоход. Бедняга. Ну ладно. Заберем ресурс. И продолжим мародерство. О, скоро еда прибудет.
Супер. Так, что еще можно сделать, а, ребят? Перенаправление водоотхода. Надо с этими, с горячими ключами разобраться и потом начать уже помогать этому поселению. Блин, ты сказал, может, песенку споем, и сразу у меня ассоциация с песней этих из старого фильма. Может, песенку споем про 5 минут. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? Сразу такая ассоциация, кстати. Ну, вернее, не сразу. Через минут-две. Так, ну что в пабе у нас? Виджуха начинается в 10:30. Или заканчивается? Заканчивается. Недовольство не снижается. Так, а чё у меня по... Все нормально, по 10 часов они пашут. Хорошо. Так, еда прибыла. О! Пошел паровозик. Прекрасные новости. Подтверждаем, безопасный маршрут между нашими поселениями проложен. Это позволит быстро реагировать на экстренные ситуации и обеспечить нас вожделенным ощущением стабильности. С этого момента мы будем высылать вам грузы с едой через день. Надеемся, маршрут пойдет на пользу нам обоим. Вернее, обоим нашим поселениям. Да, спасибо. Спасибо за еду, ребята. 50 кусков мяса. Геймер, я тут. Хорошо, спасибо. Спасибо, что на месте. Так, ладно, мотанем. Старая машина. Мы нашли огромного ржавого автоматона. Стандартная модель, вероятно. Интерхом использовал его для полевых работ и строительства. Скорее всего, получили серьезное повреждение, был спис. Парового ядра нет. Но на сталь сгодится. 27 стали. Отличная находка. Так, что куда? Сюда дойти, да обратно. Вторая, так сказать, бригада уже обойдет, наверное, вот эти земли. Так, ну что, еда, давай. Надо обеспечить, накормить всех голодных. Приготовить обычные пищевые пайки. Блин. Секунды. Так, память о гигантах. Глядя на этот гигантский прицеп, невозможно не восхищаться мощью дредноутов, бороздивших морозные земли, добил десятками перевозивших людей на север. Куда направлялись эта колонна, к сожалению, мы никогда не узнаем. Пуля навеки замела их следы. Забрать ресурсы. И сюда. Так, теперь нам надо что сделать-то? Обмозговать.
Может быть, с этими что-то сделать надо? Улучшить отопление, помочь открыть угольный трюм. Может, с отоплением помочь? Что у нас по углю? Пока что норм. Бррр. Надо с деревом решать что-то. Мне дерево заканчивается. 90. Или же все-таки с этими разобраться? Капец, немного просят. Так, сколько получается? 50 стали и 10 рабочих. Давай. Сейчас они нас едой завалят. Ой. Интересно, не успеют, не успеют. Наготовить. Вот тут бедолаги замерзают. И здесь замерзают бедолаги. Горячие ключи. Мы крайне благодарны вам за предоставленные ресурсы и работу, однако хотелось бы разрешить одно недоразумение. Ваших людей беспокоят наши мертвецы. Мы замораживаем тела, чтобы впоследствии переработать их в компост. Они хотят построить кладбище и похоронить их, как в старые времена. Это противоречит нашим обычаям. Мы уважаем волю ваших усопших. Они хотели вернуться в цикл жизни, а не томиться в течение о вечной мерзлоте. Вы поможете нам построить компостную яму. Блин, я не одобряю. Так, нет, мы построим вам нормальное кладбище. Да, мы поможем с компостной ямой. Будет разблокирована компостная яма, горячие ключи обрадуются, недовольство вырастет. Просто компостная яма, потом трупный яд попадет в источники, в воду. Они скажут, блять, у нас нет воды. Не, давайте кладбище. Хотя у меня у самого снежная яма. Но у меня все в вечной мерзлоте. Поэтому проблем нет. Так, что тут? Достигнут лимит хранения. Слабо работает. Потревоженный покой. Среди пней замерзших деревьев разбросаны десятки человеческих костей. Большинство из них обглодано дикими животными, которые их и выкопали в отчаянных поисках пищи. Мы похороним их. Это все, что можно сделать для этих несчастных душ. Да, и заберем ресурсы ваши. И все. Мы тут все облазили, можно возвращаться на базу. С полным, так сказать, с полными мешками, так сказать, провизии. Так. Построить. Кстати, я не... Сколько я потратил ресурсов, я не заметил.
Но сколько-то потратил. Детская шахта. Благодарим за торговую базу. Теперь можем помогать друг другу. Супер. Так, чем можете нам помочь? Нам катастрофически не хватает базовых построек. Будем благодарны, если вы поможете нам наладить базовое здравоохранение и отремонтировать временные жилища. Еще нам нужны пайки. Пайки. Так, а что вы нам можете дать? Они нам могут дать древесину, сталь, кстати. Может, сталь запросить? Так, в детской шахте не хватает основных ресурсов, но есть немного угля для обмена. А, уголь. Уголь у нас есть самих. Если бы они давали сталь. Так, мы прокачали эффективный сбор. Теперь что? Сейчас надо внимательно все сделать. Обогреватели. Фабрика. Пока некого протезировать. Наверное, это не в первую очередь. Можно шахту открыть. Либо дом. Или кухню. Просто температура будет еще ниже. Либо 4-й левел. Тяжело. А, деревянные опоры, кстати, можно качать. Не, деревянные опоры я пока не буду вкачивать. Давайте... Так, блин. И угольный шахт. Короче, ладно, все, погнали, угольный шахт. Сделаю угольную шахту, чтобы как бы тоже обезопасить себя в этом плане. Чтобы не замерзнуть к херам. Так, что тут у нас 136. Ну, укладываемся вроде. Супер. Еда поступает регулярно. Офигенски. Ох, ты сразу недовольство как пропало. Кайф. Так, теперь что? Кладбище построить может быть. Так, 60 и 60. Или... Стоп. 186 древесины, так. 23 древесины осталось. И плюс еще тут немного дерева. А, сталь, уголь. В принципе, у меня это все есть. Чтобы потом заказать. Давайте так. Начнем с малого кладбища.
Так, накормите всех голодных. Ну, я думаю, должны наесться. 158 пайков этих. Бэйн Сквад, приветствую тебя, спасибо. Спасибо за пожелание. Так, 20 дерева осталось. Так, через день, получается, будет похолодание. Пока терпимо. И у меня опять начал просаживаться голос. Еще не восстановился после болезни. О. Возможно, это еще накладывается холод в квартире. Кстати, может отправить все-таки ребяткам угля? Помочь открыть угольный трюм. Если помочь лагерю у корабля открыть угольный трюм, они смогут отправлять там древесину вместо того, чтобы оттапливать ею дом. Жители лагеря у корабля постоянно мерзнут. Эту проблему можно решить хотя бы частично, установив базовое отопление. За это они отправят нам 50 древесин. Ну давайте сделаем, улучшим отопление. Чё это, ребятки, мерзнут? Несерьезно. Сейчас все сделаем. Так, древесина пошла. Мотанем. О, паровозики ездят. Прикольно. Так, почти все голодные получили еду и на какое-то время будут довольны своей жизнью. Спасибо. Так, может в таком... раз такая янка пошла, все довольны, и недовольство, так сказать, до нуля, надо сохраниться. Так, я не буду трогать это сейф. Это стратегический сейф. Сохраним новый. Гуд. Гуд. Не забывайте, ребятки, ставить лайки, подписываться на канал, если вам нравится, конечно. Поддержка — это круто. Конфронтация через 9 дней. Прилетит ответка от Нью-Лондона. %. Попёрлись на смену. Так, что можно еще сделать? Пока все гуд. Пока все гуд. Лес надо прокачивать. Эти поселения теперь. Опа, уголь. Что у нас по углю? По углю все нормально. Надо как-то вот этих работяг задействовать. Базовую медицину. Мне надо где-то инженеров найти.
Рабочих могут отправить. Так, а инженеров? О, инженера, кстати, есть. 5 человек. Спасибо. Отправлю их сюда. Базы в медицину их сделаю. Так, что там прокачивается? Нет. Геймер, я тут. Окей, спасибо. Слабо уголь прибавляется. Не нравится мне это. Вроде в плюсе. Надо ставить еще, короче, шахту одну. Угу. И на прокачку мы на прокачку поставим что? Улучшенные обогреватели. Оптимизация добычи угля. Или все-таки дом? Мне кажется, надо дом делать. Либо все-таки пора... Блин, ну как тяжело. 75. 200 древесин. Ладно, надо дом делать. Мне так кажется. Надо утепляться. Без хорошего дома нам не выжить. Так, неожиданное извержение гейзера нанесло большой ущерб инфраструктуре. Нужно ее восстановить и укрепить стены, иначе горячая вода рано или поздно уничтожит еще... О, надо это сделать. Нужно сделать производство еды в горячих ключах более безопасным, в идеале затопить пещеры. Местным это не понравится, они выращивают там целебные травы. А, то есть это даже не обязательно, наверное, делать. Потому что нужно что-то затапливать. Короче, я... Или это не требуется? В принципе же они отправляют мне еду. Как мне кажется. Это типа какой-то доп задание. Нужно ее восстановить, укрепить стены, не иначе горячая вода рано или поздно уничтожит еще больше. Да, это надо сделать. Не хотелось бы, чтобы мы потеряли в провизии. Так, ну пока так. А, стоп, я же могу построить. Да. Пока есть ресурс, есть возможность. Сейчас построим. Опа, кстати, тут все выработали.
Так и думал, что уже все. Я до сих пор здесь. Большой тебе палец вверх. Ну, лайк, вернее. Так. Медицинский отчет. Мы получили отчет от медиков в лагере у корабля. Эти люди матерые и умелые работники. Их тела покрыты шрамами от работы в опасных и даже токсичных условиях. Несмотря на это, они на удивление здоровы, хотя многие и страдают от недомоганий, вызванных плохим питанием и условиями жизни. Ну, ясно. Хороший отчет, спасибо. Спасибо за отчет, как говорится. О, скоро прибудет, короче, жирный хабар. 16 еды, 67 стали, 95 дерева, 12 пайков. Что, ускоримся? Немножко. Надо построиться до минус 60. Потому что потом будет просто одище. Они будут замерзать, не доходя до стройки. Не успели. Не успели мы сделать дом. Изучить, вернее. Не успели. О. Трям. О, спасибо. Короче, пока работать терпимо, но сейчас будет минус 60, мне кажется, все отвалится. Поэтому что мы делаем? Здесь отключаем, здесь отключаем. Пока придется на время посидеть без древесины и стали. Так, у нас, кажется, высвободились свободные руки. Можно, в принципе, их расформировать. Сейчас, секундочку, еще чекну все. Ну, такое ощущение, что я все открыл. Распустить. Супер. О, инженера, кстати. А, ё-моё, забыл совсем. Мне ж сюда нужно отправить инженеров. Совсем забыл. Так, пока ночь, можно попить чаечек. Под звуки вьюги за окном. Воздушный шар мне нравится, как реализован в виде маяка. Ген сделан. Так. Угасающий искр. Источники почти иссякли, судя по всему, вьюга каким-то образом нарушила циркуляцию, а без теплой воды из глубины источника начали замерзать. Растения, которые питали источники, погибли во время бури или вскоре после. А без растений не осталось и животных. Ясно? Так, ну что, последняя точка. Последний чекпоинт.
Что еще можно сделать? Можно самогон дать. Можно дом удовольствия. Но пока, я думаю, не требуется, потому что пока люди счастливы. Милорд, люди счастливы. Так, а здесь мы можем что? Помочь открыть угольный триумф. Так, сколько у нас свободных ресурсов? О! Я думаю, пора. Нет! Приветствую тебя. Спасибо за пожелание. Спасибо тебе большое. Хотя нет, они еще требуют, чтобы я ликвидировал все-таки извержение гейзера. Того самого. Нужно сделать производство еды в горячих ключах более безопасным. В идеале затопить пещеры. Местным это не понравится, они выращивают там целебные травы. Что-то я пока ссыкую. На поднакопить ресурс. Тем более я сейчас сутки не смогу работать. Сейчас будет жестко, кстати. Прямо очень жестко. Ну давай. Все, понеслась. Так, кто может работать? Ясно. Эти не могут работать. Так, барак. Блин, барак. Так, пока эти отвалились, окей. Вот это на домик на пограничной зоне, блин, не понесет. Если бы сместить немножко влево. Небольшой риск тяжело заболеть. Ё. Как же так, а? У меня кухня не утеплена оказалась. А, блин, ё. Я же могу вот так сделать. Все. Так, изучено. Ну, пока мы строить дома не будем, потому что дико опасно. Вот тут будет похолодание, то есть потепление небольшое. Так. Что я предлагаю сделать? К этому вернуться? Ну, вопросов. В ускорить строительство, добычу стали. Во, еда есть, найс. Так, что у нас еще? На подходит уголь и еда. Плюс древесина идет. Шикарно. Так, здесь пока все. С этими не хочу заниматься. Так, что с этими? Ремонт домов. 50-25. Да. Можно. Даю добро.
Ну что, вроде бы процессы пошли. Как говорится, жить можно. Даже в минус 60. Так, груз на месте. Отлично. Отлично. Надо, короче, что я делаю? А, опора. Потом с этого дома начну. Строительство. Ну, апгрейд домов. Что такое? Замерзающих 34? В смысле? Кто не мерзнет? Простите. Подожди, а вы работаете? Твою мать, не работаю. Твой идиот, я не то сделал. Наш было отключить. Вот я балбес. Я отопление отрубил у ребят. Минус 60. Идеально. Так, горячие ключи, последний долг. Сэр, нашим людям не нравится, что их товарищи похоронены в горячих ключах. Они хотят убедиться, что их придут земле с почестями и требуют построить молельный дом на кладбище в горячих ключах. Молельный дом. Так, вы потратить 40 единиц древесины, недовольство немного уменьшится, надежда немного вырастет, горячие ключи будут недовольны. Последний долг. Да в жопу. Блин, я совсем забыл, ребята, простите меня. Жестко. В минус 60. Чуть не заморозил 30 человек. Так, блин, спать зовут. Ладно, пока, удачного стрима. Ну, раз зовут спать, давай. Спокойной ночи. Хороших снов. Ох ты, у меня 800 единиц угля. Вы что, серьезно? Это за счет этого? За счет этой угольной шахты? Так, секунду. Раз такая пьянка. Может немножко сжечь? Немного пожечь. Хотя это бесполезно. Никакого эффекта не дает. Единственное, что я могу сделать, это склад построить. Но в такую погоду я строить не буду. Так это, наверное, мне привезли. Точно. Так, лагерь у корабля. Нам удалось добраться до угольного трюма. Кроме того, ваши люди нашли реестр заключенных. Большую часть осудили за мелкие нарушения, на которые и внимания бы никто не обратил, если бы и новый драконовский закон. Их специально выдумали, чтобы заполучить дешевую рабочую силу. Но есть среди них и убийцы с поджигателями. В реестре не указаны имен, только номера заключенных, и это хорошо. В этом новом мире каждый заслужит второго шанса, поэтому мы бы хотели, чтобы вы уничтожили реестр. Блин, скрыть это поджигателей и убийц. Так, лагерь у корабля будет недоволен. Благосклонность лагеря у корабля упадет до 0. Будут разблокированы новые улучшения. Не, с убийцами надо что-то осторожно. Мне кажется, действовать. Ну, типа убийцы. Так, изучен нереальные опоры. Хорошо. Это очень хорошо. О, блин, я торможу. Так, теперь, я думаю, можно и открыть и разносная машина. 25-75. Открою.
Потом можно уже автогрузчик сделать. Но как мне утеплить? Из лесу и склада сделать? Я не понимаю. Паровые грузовики. Короче, да. Да. Апгрейд. Ой-ой-ой. Нет, надо все-таки подрубить. Хотя бы для одного. В идеале нужно было всего лишь немножко сдвинуть. Надо еще кухню тоже утеплить. Не забыть. Ладно, у меня будет еще 3 дня до понижения. Так, нужна сталь. Лесопилка значительно увеличивает количество древесины, которое может порастить поселение и позволит им расширять торговлю с нами. Угольные печи. Угольные печи должны решить проблемы с топливом в лагере. Так, а здесь мы должны что сделать? Подотход. Пока нет. О, пищевые пайки. Пищевые пайки сколько у нас? Отправить, что ли? Они на 100 угля. Хотя нет, я не просим. Тем более нас угля это вот жопой жует. Ну, пока что. И все-таки отправить. Типа задание. Давайте отправим. Давайте отправим. Что такое? Так, лагерь у корабля. Первые улучшения готовы. Давайте продолжим безопасный маршрут, который пойдет на пользу обоим поселениям. Так можно будет торговать быстрее и спокойнее, потому что грузы не будут застревать в снегу. Если вы построите, мы сможем отправить вам грузы с древесиной через день. Кстати, у меня древесина-то кончается же, да? Хорошая тема. Сколько стоит мост? Рабочие распиливают мост, мы заговорили с ними, но в ответ они начали ругаться и требовать, чтобы мы убирались. Давайте, короче, оставим в жопу. Опа, еще, кстати. Я думал, последняя. Еще точка одна. Так, теперь нужно что? Строить маршрут? Строить маршрут. Так, у меня 3 человека. Мне надо бригаду людей. Угу. Что-то они закусили, кстати. Так, вы получите 5 рабочих. Благосклонность горячих ключей упадет до 0. Охренеть. Че, издеваетесь? Где мне взять людей? Может, эти мне дадут людей? Вы получите 5 рабочих, до 0 упадет благосклонность. А, до 0. Не, ладно бы как-то на 1 пункт там. Благосклонность средняя. То прям до 0 аж. Странно. Благосклонность низкая. Мне нужны люди. Мне нужно создавать мужичков. Мужичков.
Короче, хрен с ним. Дайте нам людей. Так, и вы. Спасибо. Низкая благосклонность. Ну, в принципе, должно нормально быть. Потом отправлю грузы. Ну, груза. И все будет тофи-тофи. Так, все, можно возобновлять работу. Кстати, день отдохнули. Так. Так. Угу. Работаем. Работаем, братья. Так, здесь, наверное, можно что сделать? До первого уровня опустить. Здесь можно совсем выключить. Так. До первого. Хотя прохладненько. Хотя прохладненько. Ладно, здесь оставим так, как есть. Так, здесь терпим. Так. Короче, пока так. Ай, блин. Что такое, не понимаю, почему? А, на складе осталось мало места. Жесть. Что такое? Так, детская шахта. Благодарим за высланных медиков. Увы, коих пока меньше, чем больных. И мы замечаем, что сам маленький обычно оттесняет в конце очереди. Можно приказать медикам начать с самых тяжелых пациентов. Или же дети организуют очередность сами. Медицина улучшится, детская шахта будет недовольна. Детская шахта обрадуется. Так, чё, блин, вы хотите от меня? Благодарим за высланных медиков. Увы, кое пока меньше, чем больных. Мы замечаем, что самых маленьких обычно оттесняет конец очереди. Можно приказать медикам начать с самых тяжелых пациентов. Или же дети организуют очередь сами. Типа, а здесь медицина не улучшится, что ли? Я не понял. Короче, жопа. Здесь никто не помрет у них. Так, теперь что? У меня проблема с углем на склад делать. Все под завязку. Хотя странно, баланс угля просто критически низкий. С чем связан? Не может рассчитывать из-за того, что склад заполнен.
Еда кончается. Вы же не отправляете? Пожалуйста. Или нет? Вы чё, гоните? Где поставки еды? Типа они расстроились, что ли? Я не понял. Или я слишком рано начал требовать что-то от них? Так, разведчики на месте. Грустный конец. Обыскивая местность, мы нашли дверную ручку, торчащую из снега. Откопав дверь, мы нашли табличку. Всем ученым при использовании любых ресурсов просьба отмечаться у квартирмейстера по возвращению в город. Это все, что осталось от убежища. Забрать ресурсы и свалить. Так, кажется, это все, да? Да, это все. Возвращаемся домой. Так, и теперь что? Блин, зря, наверное, хотя нет, ладно, пусть будет. 5 человек лишнее будет. О, кстати, у нас сейчас... Так, а что у нас по местам, по койкам? 7 коек свободных. Интересно. Что-то склад не строится. Трое свободных рук, не строится склад. Эх, так, что тут у нас? Дико холодно, понял. Средний риск заболеть. Средний риск. Так, лагерь корабля. В нашем поселении стало теплее, ситуация с медициной тоже улучшилась. Но ваши медики говорят, что больных меньше не станет. Больно, еда плохая. Нам удалось выживать самостоятельно, хотя хоть поселение не богато, но, возможно, настало время попросить помощи. Знаете, мы делаем это из нужды и не хотим вас обременять. Мы слышали, что вы поддержите связь с поселением, производящим еду. Поможете нам связаться? Блин, надеюсь, они не оставят нас без еды. Так, лагерь короля будет недоволен. Блин. Черт. Что решить? Ладно. Надеюсь, они вокруг меня не будут отправлять еду. Ужасы. Приветствуйте. Спасибо. Спасибо за лайки, дружище. Спасибо большое. Где моя еда, черт? Алло, блин. Так, к нам пришли люди, и они бездомны. 15 человек. Секунду. Все. Теперь у меня опять 3 человек. Хотя все равно написано, что 3 бездомных. Непорядок. Блин, да как они долго строят, а? Блин, забыл подрубить эту фигню. Деревянные опоры. Ладно, успею. Автопогрузчик. Позволяет использовать автопогрузчик на армейском складе. Эффективность возрастает на 15%. Либо
Либо кухню сделать, или протокол лечения, или новая конструкция дома. Для постройки дома потребуется на 10 древесины и 10 стали меньше. Это круто. Вот, наверное, надо вот это изучить, прежде чем строить дома. Так, а что по отоплению? Улучшенное топливосжигание, кстати. Расход угля для печи будет снижен еще на 33%. Тоже очень крутая штука. Очень крутая. Либо оптимизация добычи, либо расход. Блин. Оптимизация добычи угля на 10% эффективнее, а там на 33% снижение. Все интересно и сложно. Нет, с углем, по-моему, все пока хорошо, поэтому я думаю, погрузчик. С углем у нас просто завались, можно сказать. Давайте стройте уже быстрее. О, красота. Кстати, новый дом нарисовали. Были другие дома в прошлой части. Цивильный такой. Большие витражи. Так, склад. Все, супер. Оуе. С углем у нас все хорошо. Так, постройте улучшенный депо для базы. Да, теперь нужно нам строить, короче, депо и всю остальную вещь. Так, в смысле? А, депо, я понял, не здесь. Здесь надо построить улучшенное депо, да. 60. Так, а где моя еда? Я не понимаю, в чем проблема? Они же нам отправляли еду. Теперь перестали отправлять. Типа им что, нужно все-таки вот это сделать? Давайте последнюю прокачку сделаю. Странно. Так, еда пошла. Ресурсов нет, кстати. Здесь осталось добыть 199. Блин, становится опять тревожно, потому что у меня все по нулям. Пятьдесят 75 надо. Типа низкая благосклонность, что ли? Я не понял из-за этого. Надули щечки. Тоже низкая. Тут средняя. Так, в детской шахте мало стали, поэтому месту приходится пользоваться некачественными плохими работающими инструментами.
отправьте им новую. Материал для установления угольной шахты, детской шахты пришлет нам 100 угля. Для материала для достойного жилья, детская шахта для этого пришлет нам 100 угля. Что-то как-то ресурсов мало, капец. Вроде с этими организовал, они мне этого еще не отправляют. Жопы. Так, здесь уже работают, и мы можем... Ах ты, зараза, древесина. Так можно было подрубить деревянные опоры. Короче, мне единственное, что хорошо, это с углем. Прям идеально. Надо сталь, надо сталь. Так хорошо было со сталью жить. 50 кусков стали должно прийти. О, отправились к еду. Зараза. Значит, я погорячился. Они через сутки отправляют. Через день. Ну уже, добудьте мне дерево. Еще немножко, пожалуйста. Очень медленно добывают. Так, хоть полдня подобывать в усиленном режиме. О, супер. Вы можете отпустить разведчиков на маяк или снова отправить их в морозные земли. Я, наверное, распущу, потому что я все обошел. Кто молодец? Я молодец. А, кстати, и дерево появится. 40. Супер. И свободные руки. И тяжело больных. Двое. Так, что можно сделать? Что можно сделать? Так, давайте все-таки вот так вот сделаем. Пусть немного погреются. О. Да, так лучше, кстати. Так, у нас есть немного древесины. Есть сталь. Что можем сделать? А, точно. У меня ж тут. Продолжить. Сворм, морозный привет. Приветствую тебя, Сворм. Спасибо большое. Спасибо. Что случилось? Горячие ключи. Так, ваши инженеры обнаружили диверсию. Кто-то испортил один из главных насосов, обогревающих теплиц. Мы потеряли часть урожая, и нам понадобится не меньше суток, чтобы возобновить производство. Вероятно, это дело Нью-Лондона или поддерживающих его группировок.
Мы опасаемся, что диверсия повторится, если преступники срут производства, нам угрожает голод. Чтобы предотвратить подобное, нам предстоит работать еще больше тесным сотрудничеством. Да вы издеваетесь, ну что такое? Какая диверсия? Минус 50, блин. Что происходит? Спокойной ночи, Дин. И удачного стрима. Завтра на работу. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, Смол. Спокойной ночи. Давай, пока-пока. Спасибо. Так, блин, горячие ключи. Одни проблемы от вас. Так. Нет, мы используем свои патрули. Будут разблокированы сторожевые башни. Поставки еды сократятся вдвое на 2 дня. Ключи будут недовольны. Да, давайте организуем совместное патрулирование. Будут разблокированы совместные патрули. Поставки еды сократятся тоже вдвое. Какая разница? Что мы организуем, что они. Давайте, ладно. Давайте организуем. Совместный патруль нужен древесина и сталь. Что происходит? Да так, отвлекающие надписи. Ну, да. Спасибо, не, спасибо. Спасибо. Смог? Смог хороший человек. Так, что я хочу? Так, опять какое-то послание. Да вы издеваетесь. Сэр, наши люди, которые ликвидировали последствия извержения гейзера в горячих ключах, обнаружили, что виноваты в нем, скорее всего, мы. Видимо, мы потревожили подводное течение, когда чилили насосы. Некоторые местные уже считают, что извержение природы наказало нас, потому что мы принесли в горячие ключи технологии. Что делать? Ну ладно, что, сознаться и попросить прощения. Чё? Раз мы, так мы. Я не против. Благосклонность низкая. Да. Печалька. Печалька. Так, anyway. Мне нужно безопасное улучшенное депо. Угольные печи, лесопилка. Так, отправлю-ка я им. Стоп, а они ни разу не отправляют взамен ничего? Я им стали все? Да не, охренели. Край. А нет, что-то отправили. Древесину 50 всего. Мало? Маловато. Тут все шоколадно. Так, стоп, а чё это вы так? Плохо лечитесь у меня, товарищи. Товарищи больные. 3 тяжело больных. Непорядок. Где они заболевают? Здесь, что ли, на складах? О, автопогрузчики. О, сейчас сталь просто будет махом добиваться. 15. Супер. И что еще можно сделать в таких условиях? Погрузчик есть. По идее, надо новую конструкцию дома делать. Либо с отоплением разобраться. 50-30. 30-20. О, термоизоляция поста добычи, кстати, тоже хорошая тема. Термоизоляция поста 50-30.
Блин, как много всего надо сделать. А ресурсов очень мало. Крайне скудно. Игровой канал 55. Приветствую тебя, стример. Приветствую тебя. Спасибо. Спасибо большое за желание. И лайк. Спасибо большое. Так, как быть, так как быть? Этим тоже нужно стать. Ах, блин, зараза. Ох ты, ё-моё, новые насосы. Издеваетесь? Надо почитать, короче. Мы организуем совместные патрулирования с местными. Будем вместе охранять хрупкую аппаратуру. Эти люди наши соратники. Так, энергия горячих ключей может сделать жизнь людей комфортнее. Горячие ключи за это пришлют нам 30 провиантов. Так, нам все еще нужно больше людей для работы в полях и охраны поселений. Плюс 5 единиц провиантов в каждой поставке, когда будет готов безопасный маршрут. Чтобы расширить зону культивации, нужно установить мощные насосы. Ресурсов придется потратить немало, зато производство еды заметно вырастет. Плюс 10 единиц провиантов в каждой поставке, когда будет готов безопасный маршрут. Фу, тяжело, скажу и вам. Где не брать ресурсов столько, а? Меня это все цифры эти пугают их. Так, значит мне надо, наверное, упор на сталь, что ли, сделать все-таки. Ну я и так все вкачал. Так, у нас похолодание когда будет? Завтра. Завтра похолодание. Как не обезопаситься-то? Как не обезопаситься? Сделать улучшенный обогреватель, это как раз прокачает эти посты и добычи. Да. Наверное, я так и сделаю. Где это? А. Улучшенный обогреватель. Это офигенно поможет. Офигенский. Пипец, древа навык. Ну да. Ну, кстати, это урезанное дерево, потому что в первой части было намного больше всего. Ну, вернее, или во второй DLC, или уже в основной части. Здесь еще были автоматоны, здесь, в этой части. И по отоплению тут тоже было больше всего. Так, по идее здоровья тоже здесь в этой части было прокачка. По ресурсам, ну, вроде ветка такая же осталась. Да, и тут еще были заводы и фабрики. Немножко урезано все в этой части. Ну, в этом дополнении. Да вы что болеете-то, а? Ну хватит, ребят. Ну, поправляйтесь. У меня уже скоро придут мужички в базе. А у меня все еще ресурсы. Так, ну что тут, 9 часов ждем. 10-й день с дерева. Пока ничего не можем сделать. Единственное, что могу сделать, это промотать. Так, а чё? Выезд. Капец.
Прикол, блин. Забыл включить. Прикол. Я думаю, что еда-то не готовится. Сейчас будут опять ныть, что голодные. Так, эти на месте, трус на месте. Ах ты же, зараза, 75. У меня опять не получилось. Опять немного не получилось. О! 50-75. Да, строить. Так, лагерь корабля. Зона расщелин. Сэр, пока мы разведывали территорию для безопасного маршрута, к лагерю у корабля один из нас чуть не спустился в расщелину. Мы изучили окрестности и обнаружили, что вся территория, к сожалению, крайне опасна. Можно построить мост через расщелину, чтобы передвигаться было безопаснее, или просто поставить предупреждающие знаки. Нет, конечно, мы построим мост. Безопаснее. Чего это такое? А вдруг в юго начнется метель? Кто увидит этот знак? Так дела не делаются. Дальше давайте двигаемся. Следующая цель. Так, надо тогда, видимо, на этом стриме хотя бы закончить второй маршрут, чтобы наладить поставки дерева. В следующем стриме, я так предполагаю, уже будем разбираться с детской шахтой. Фух, тяжко, скажу я вам. Так, что тут, древесина? Древесина 90 осталось. Свои личные. Да. Тарам! Тарам! Провалить бы что-нибудь. Все работает. Все работает. Совместный патруль надо сейчас сделать. Где мне найти 20 человек? У меня 8. Так, а с кем у меня благосклонность? О, высокая. У этих можно попросить ребят, кстати. Короче, последний пункт, и я так понимаю, они уже будут нам присылать на постоянку древесину. Это хорошо. Самое главное, чтобы они тоже что-нибудь просили, типа обезопасить маршрут. Или быть может девок. Падших женщин. Так, что по экономике? Все хорошо. С углем. А вот древесина все печально. Да и сталь как-то медленно прям добывается. Неспешная игра, нету экшена, но смотреть приятно. Ну да, это ж стратегии. Стратегии, как правило, экшен отсутствует. Стратегия, чтобы расслабиться. Расслабиться, отдохнуть. Так, ну что, отправить им в патруль сделать? 50-40. Думаю, время пришло.
Кстати, скоро придет ответка от Лондона, Нью-Лондона. Через 4 дня. Угу. Добрались. Ох, еды 238 аж. Жестко. Скажу и вам. Надо что, склад делать? Так, детская шахта, купол. В порядке. Так, поставки еды в детскую шахту привели к полному кошмару. Дети дерутся за пайки. Старшие отбирают все, младшие голодают. Часть еды просто затаптывают в драке. И что делать? Раскулачить их? Разве что делать? Лица бить? Ладно. На склад строить. Вот что. Ресурсы. Блин, склад добычи не могу построить. У меня прямо битком уже этой еды. А, ну все вроде бы. Горшочек перестал варить. Ладно. Пока впритык, можно сказать, наварили. Так, как нам идет древесина или нет? Нет, пока древесины нету. Так, может им сталь отправить? Лесопилка значительно увеличит количество древесин, которое можно производить в поселении, и позволит им расширить торговлю с нами. Угольные печи должны решить проблему с топливом лагеря. У них они смогут отправлять древесину нам, а из остатков получать уголь. Продать нельзя еду? Продать? Нет, она не требуется. Здесь только обменять. Обменять ресурсы на уголь. А меня это угля просто доталово. Так бы, если бы можно было отправить пайки, они бы нам отправили. Я знаю, что. У меня угля этого много. С этим мне неинтересно работать. Мне самое главное с древесиной разобраться и с едой. Так, еще раз. Угольные печи должны решить проблему с топливом лагеря у корабля. Они смогут отправить древесину нам. А из остатков, да, вот это, наверное, сделаем. Или... 50. Короче, давайте вот это вот отправим. И они нам отправят 50 дерева. О, все. Мы на нуле. Последнее дерево. Последние 9 штук. Эх, не успели дособирать. Посранцы. Можно продолжить. Раз уж такая пьянка. О, кстати, обогреватели прокачались. Теперь стало значительно потеплее. Офигенно. Прямо жарит. Комфорт. Круто. Здесь не круто. Не добивает, что ли? Может, зону увеличить, хотя она и так увеличена. Странно, почему-то не добивается. А, то, что не работает. Так, древесина, отправка. Угу. Да давайте уже справьтесь с этим деревом, да ё-моё. Не успели доковырять. Ясно. Значит, встанете пораньше. Начнете в 6.
Так, ну что, 60-68. Блин. Плюс нам придет 50 древесины. И это все, я думаю, потратить на вот эту вот вещь. 75. О, кстати, похолодание сейчас будет. Дикое, лютое похолодание. Так, у меня и так... Тут у меня второй уровень. Так, здесь тоже второй. Так, и здесь тоже. Ну, везде второй уровень. Блин, ну засада, они сейчас смогут добывать сталь. Капец. Причем очень долго. В смысле? А как? Я не понял. Как мне... В смысле? Стоп. Так, давайте разберемся. Может, поставить печку рядом со складом? Может, тут вроде никаких нет бустов. Так, и... На постах добычи станет еще теплее. Это пост добычи. Как мне шахту-то изолировать? Изоляция склада. Так, короче, я попробую построить печку, может это сработает. Создает небольшую отапливаемую зону, потребляет 30 в час. Вот здесь ее сделаем. И она не работает, как-то не действует. Здесь типа эффект есть. То есть загорается красным. Вот. Здесь все красным загорается. А здесь ни хрена не загорается. Ладно, на всякий случай построим. Может сработает. Просто сколько, 3 дня придется на мне работать, что ли? Так. Стоп, печка. Блин, а как печку взять, блин? Черт, печка не берется. Блин, печка. Не могу взять печку. Ладно. Кельтус. Приветствую тебя. Спасибо. Посиди, конечно. Посиди, дружище. Сейчас. Нехитрым способом вот так вот переключимся. Так. Отопление на максимуме. Печь отключена. А, ну правильно. Блин, надеюсь, она будет как-то цеплять. Как будет подспорье, но не факт. Так, отправили дерево. А, о, сейчас дерево придет, кстати. Так, секунду, смотрим. Нет, никак не влияет, зараза. Какого хрена никак не влияет? Сейчас будет просто лютый пиздец. Или нормально? А нет, смотрите, ребят. Вроде работает. Так, вот здесь ад. Как будто бы. Сейчас чекну. Так, здесь низкий риск заболеть здесь. Здесь подрубим. Ага, здесь комфортно. Так. Так, здесь мы, короче... Все, мы с древесиной закончим. Окей.
принципе, терпимо, кстати. Здесь можно работать, но крайне опасно и нежелательно. Да, красное это просто комфортно, дико комфортно. Желтое это приемлемо. Ну, как в квартире у нас зимой при минус 40 на улице, наверное, так. Здесь, так, ну, например, вот так, это мрак, это просто одище. Так, а это прохладно. Прохладно. Настежь окна. Форточки, окна открыты. Так сказать, сквозное проветривание. Примерно так. Ну, как мне кажется. Так, окей, у меня 117 древесины, 90 стали, надо закончить маршрут. 50-75. Рада сообщить, что все сработало по плану, отсюда открывается отличный вид. Мы сможем планировать будущие экспедиции между поселениями, можно считать этот отрезок безопасного маршрута защищен. Отличная работа. Так держать. Супер. Так, ну что, бандиты? Все? Теперь ждать поставок дерева. Теперь осталось разобраться с детским лагерем. И с едой. Проветриваем при минус 60 жалко. Так точно. Согласен. Так, какая-то телега, какое-то письмо. Лагерь корабля. Безопасный маршрут готов. Теперь добираться из поселения в поселение стало намного быстрее, и мы можем помогать друг другу в экстренных ситуациях. С этого момента мы будем высылать вам грузы с ресурсами через день. Надеемся, наши поселения ждут светлое будущее. Прекрасная новость. Кстати, очень удачно завершили этот маршрут, потому что дерева, как видите, у нас нет больше. То есть я все, лесопилку разобрал, и теперь остался без своего собственного дерева. Теперь я полностью завишу от лагеря у корабля. Давайте сохранимся. Сохраним. Good. 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 2. Так. Еда есть, уголь есть, это радует. И 18 крепких парней еще у меня есть. В идеале бы мне заказать людей. Но это попозже. Не, это хорошо, кстати, что работа у меня... Блин, засада, я же могу что-то поставить на прокачку. Так, еще улучшенные обогреватели, кстати. Повышенная эффективность обогревателя. Так, фабрика. Новые разведчики пока не требуются. Вернее, все, мы с ними закончили. Термоизоляция поста. Надо сократить потери, то есть сделать термоизоляцию. Либо сделать, сейчас скажу, что оптимизация добычи угля можно сделать, кстати. Будут добывать больше. А потом уже можно сделать термоизоляцию поста добычи, термоизоляцию поста кухни. Самурай, приветствую тебя, спасибо за визит и твой жаркий лайк в такой морозной игре. Карям. Так, еда, дерево. О, 100 дерева, кстати. Спасибо. Так, через 3 дня будет ответка. Я понимаю, на вот этой отметке будет... К нам придут гости с дубинками и палками, не знаю, саморезы, то есть самопалами, как это называется.
Дико холодно, кстати, в хатах. Ой, как горячо стало. Не добивает птичка до сути. Хотя в зоне странно. Так, игра не для тебя, да? Слишком много параметров, которые надо учитывать. Ну да, тут... Не, мне кажется, можно разобраться. Просто... Нужно вникать, как бы. Просто вникать нужно. Строй отряд на месте. О, кстати, их можно же это, типа... Да. Так, социальная структура. Сэр, врачи сообщили, что в детской шахте образовалась своего рода иерархия, которую мы пока что не можем до конца понять. Например, мы заметили, что дети постарше и поздоровее пропускают санитарный пункт младших и больных. Конечно, не всегда все честно. Мы заметили синяки у некоторых детей, но это работа. Ну, какая-то иерархия, круто. Так, я же могу вот этих вот ребят разобрать, ну, вернее, как это называется-то, блин? Отряды распустить. Мне будет доступно 50 дерева и 50 стали. 50 дерева, 50 стали. Бум. Ладно, пока я не буду распускать. Да? Вдруг пригодятся. Что-нибудь построить придется. Так, тут все круто. Может отправить им туда лесопилочку. Вот так вот. Они нам будут давать больше ресурсов. Так, все-таки я думаю, нужно построить склад. Склад ресурсов. То реально уже дерево, ой, еды некуда девать. Изучена технология оптимизации добычи угля. Кайф. Кайф. Проблема с отоплением. Блин, вы издеваетесь. Холодное жилище. Капитан, некоторые беспокоят низкой температуры в жилищах. Люди резонно замечают, что из-за холода можно легко заболеть и просят вас что-нибудь предпринять. Блин, все-таки холодно, да? Так, нужно начать отапливать холодные дома. 8 штук в течение 2 дней, затем обогревать их 2 дня. Блин. Так, что я могу сделать? Секунду. Я могу построить дом, ну, вернее, построить дома могу. Могу повысить эффективность обогревателей. Улучшение топливосжигания. Кстати, это все не то. Все не то. Единственное, что я могу сделать, это строить дома. Тут и так все на полную жарит. Ой. Это вообще холодно. Короче, надо этот дом перенести, наверное, сюда, в эту зону. Что-то мне не нравится. Так, ну что, единственное, что можно сделать, это строить дома.
Но у меня нет ресурсов, к сожалению. Хотя 50-50. Ресурсы есть. Так, дом. Восемь домов надо, да, сделать? Здесь, что ли, построить? А, недостаточно ресурсов. Хм. Так. Во. В доме, кстати, приемлемо. Так, 3 дома я построил. Ну, возможно, я успею построить еще 5 домиков. О. Так, здесь мы сделаем пищевые пайки. Так, что мне сейчас пойдет древесина, кстати, 50. О, 100 единиц уже пришло. Кайф. Можем еще строить. Так, 3, 4. Ладно, буду потихоньку строить, чтобы люди не сидели с голыми жопами минус 60 на улице. Просто слишком много заболевших сразу становится. Так, и давай еще. Так. Простите, что вам приходится работать в 3 ночи. Но мы же выживаем. Все-таки. Выживание требует жертв. Кстати, стоп. День целый, то есть практически 2 дня. Может, я попаду в эту зону? Так, ну давайте еще. Еще один домик. Так. Пока рабочая смена не началась. Так. Нам нужна помощь. Мы понимаем, что это большая просьба, но нам нужны хорошие жилища. В этих лачугах слишком тесно и холодно. Кроме того, некоторые хотят жить отдельно от остальных. Ух, вы чего думали? Мы думали, что мы можем доверять друг другу, но это было ошибка. Так, мы построим обычные бараки. Лагерь у корабля будет недоволен, будет разблокирован новый. Мы построим раздельное жилье. Лагерь у корабля обрадуется, будет разблокировано новое улучшение. Давайте, ладно. Попробуем раздельное жилище. Сколько они просят за это? 200. А, угля. С углем-то без проблем. Угля у меня полно. Так, кстати, надо паровые эти ядра еще колупать. У меня совсем их нету. Блин, уголь-то у меня есть. Только зачем им уголь? Я не понимаю. Я ж типа дома строю, а не угольные. Куча. Вместо домов. Так, 8 часов утра, и что мы можем сделать? Мы можем.
Так, улучшенное топливо сжигания, повышение обогревателя, либо термоизоляция поста добычи 50-30. Давайте сделаем, короче, новую конструкцию дом. Не хочу много тратить на это ресурс. Так, ну что, 6 домов сделано. Супер. Еще 3 дома. Ну, вернее, 2. Хорошо идем, кстати. Хорошо идем. Так, у меня чай закончился. Я начинаю замерзать. Блин, чай кончился, ребята. Так, у нас с углем уже небольшие проблемы. Начинаю просаживаться. Может попросить их поработать подольше? Наверное, не согласится. О, 28 человек, кстати. Можем мы организовать еще один пост добычи? Еще один пост добычи. Почему желтая? Люди, работающие в плановой смене, идут на работу. А, у нас тут дети, кстати, работают. Прикольно. Ладно. Закроем на это глаза. Так, а что с древесиной у нас, алё? Надо им сделать раздельное жилье. И, кстати, блин, надо добывать это. Вот так. Паровые ядра нужны. Нужны паровые ядра. Здесь 2 штуки надо. Так. Здесь 3. Ну, я плюсую. 3, 4, 5, 6. 6 ядер. Хаски атак. Привет, друг. Привет, дружище. С вором. Пойду хавку пока сделаю. Давай, 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 давай. Блин, только не соблазняй меня. Я уже тоже проголодался. Так, сколько я сказал ядер нужно? 6? Раз, 3, 4, 5, 6. 6 ядер надо, короче, колупать. Так, и где мое дерево? А? Эй, гайс. Дерева нет. Давайте, ребятки, приятного аппетита. Так, лагерь корабля. Это не ваша проблема. Но раз уж мы теперь союзники, мы подумали, что вы захотите высказаться. Некоторые из нас люди, которым мы доверяли, оказались убийцами. Естественно, больше не хотим вместе ничего общего. Но мы через многое прошли вместе. Нам кажется, они заслуживают шанса на выживание. Они согласились уйти добровольно, если мы дадим им снаряжение и припасы. Так и знания меньше походят на смертную казнь. Поможете нам все подготовить? Лагерь корабля будет недоволен. Так, лагерь корабля обрадуется, будут разблокированы новые улучшения. Да, пожалуйста. Что им нужно? Ресурсы для изгнанников 30, крафт 50. Эти все больше и больше требуют. Зараза.
Так, ну я пока и могу им лишь предложить раздельное жилье. Только это. О, кстати, давайте я тогда отправлю вам еще пищевые пайки. Мне их, потому что 100 штук. Я жду от вас много дерева. Так, один день остался. Кстати, возможно, я успею сделать. Ну, вернее, поддержать тепло до потепления. Оп. Так, давайте сделаем 8 человек. Почему 8? Потому что так надо. Так, конструкция дома изучена. Кстати, теперь можно, в принципе. Так, дом. Теперь 25 и 15 стали. Стало очень выгодно строить дома. Как раз 2 дома, и я выполню обещания свои. Очень красивая игра. Да, согласен. Когда я первый раз ее попробовал, она тоже меня зацепила своей простотой и в то же время красотой. Сделано все по красоте. С изюминкой, даже так я бы сказал. С любовью. Ну, она, кстати, такая, прямо скажу, жористая. У меня видеокарта закипает. Я все на среднюю сделал, но все равно, когда я играл на высоких, это было жесть. Прям. Как-то мало не отправляют, зараза. Так, ну что тут у нас? Последний дом надо построить. И будет счастье. О, кстати, еще можно построить, да? Да. Короче, с домами разобрался практически. Еще осталось... Сколько? Да уйди! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 8 домов. Половина, можно сказать. Даже больше половины. Так, ладно, время ускорится. У нас зимой, кстати, тоже такие же столбы. При минус 40. Все начинают топить. Тут частный сектор. Такие же клубы дыма. Так, давайте еще один домик построим, раз такая пьянка. Последний дом. Ой-ой-ой-ой, 30 пайков осталось, серьезно? Что такое? Куда делось? Я не понял. Вы чё это? Я погорячился, отправил им пайки. Остался сам без пайков. Жесть. А, во. Спасибо. Правильно. Так, груз на месте, лагерь корабля, супер. Так, это я обещание выполню. Теперь надо... Что теперь? Добывай ресурс. Что я могу сделать? Надо пост добычи, короче, сделать.
А нет, надо топливосжигание сделать лучше. И вот это вот сделать. На эффективности. Эффективность прокачать. Блин, зараза, еда. Через 4 часа только придет. Сейчас начнут жаловаться опять. А, из лагеря стоит не с дерева. Хорошо. Два часа. Блин, ну чё опять? Так, горячие ключи, странный вредитель. Наши дозорные поймали старика, который пытался заткнуть паропровод. Мы не знаем, зачем он нам это решил. Он на это решился. В последнее время он вел себя странно, так что, возможно, у него с головой не все в порядке. Но нельзя исключать и нью лондонский след. В любом случае, просим помиловать его во имя мира и гармонии между людьми. Так, в тюрьму? Давайте отпустим. Может, сумасшедший. Я хз. Надеюсь, ничего больше не сделает. Глядите. Так, еда есть, наконец-то можно и приготовить, да, ребятки? Давайте быстрее готовьте. Он и все голодают. Так, что касается поставок, наверное, пора начать поставки. Или все-таки сделать улучшение. Секунду. Надо мозговать. Так, получается будет что 50, потом 60, потом... В принципе, нормально. Что можно это сделать? Начать улучшать. Так. Ресурсы для изгнанников можно или лазарет построить. 50 стали. Так, а здесь? О, кстати, можно отправить это свободные руки как раз. Давайте отправим. Помощь. Так, еще, кстати, отправили еды. Спасибо. А, это, блин, это же взамен моей услуги. Ну, сейчас только все ждать ресурсов. О, кстати, надо это... прокачать медицину, чтобы быстрее люди поправлялись. Так, ну что мы поняли из этой части, что 3 поста добычи это идеально. То есть для такой колонии небольшой. Ну и плюсом угольный шахт. Один лазарет достаточно. В принципе, даже можно инженера, санитарный пункт убрать. Так, две мастерские требуются. Обязательно 2 мастерские, чтобы было. 2 бойцовских клуба, 1 паб. И у вас минимальное недовольство. Надежда практически на 80%.
Так. И у нас остался день до встречи с Нью-Лондоном. Так, кстати, потеплело. Стало супер комфортно. Что мы можем сделать? Мы можем в этих зонах, например, давайте так. Раз. Два. Так, это ставим. Кстати, 150 и 2 единицы. Так. Смотрим, что у нас есть. Лазарет можно построить. Так. Здесь можно... Здесь 2. 120 стали. Так, а что здесь? Тоже достойное жилье. 50-60. Они отправят нам угля кучу. И, кстати, они тоже потребуют скоро маршрут наладить с ними. Хотя не точно. Давайте сделаем лазарет. Так, и что, будем ждать гостей? Наверное, я перед этим сохранюсь, и на сегодня мы с вами закончим испытание. И начнем уже с того момента, когда придут ребята из Нью-Лондона. Так, а до этого момента мы пока что сделаем? Так. Как бы что-нибудь прокачать, устали. Так, и надо 13 часов продержаться. Ну, я думаю, продержимся. Продержимся. Надо утеплять. Утеплять кухню, туда можно будет отключить печки. Здесь, возможно. Так, что тут у нас? Не работаете вы? А что тут? Не понял. Ой-ой-ой, они все добыли, серьезно? Жесть. Охренеть. Весь уголь подсосали. Ладно, не страшно. У меня же есть еще уголь на шахте. Офигеть. То есть даже 3 поста. Нифига, вот так обрабатывают. Так, а что мне сделать? Ну, можно, в принципе, один пост убрать, значит. Так. Что за телега? Валяет саботаж. Так, у нас дурные вести. Старик, которого мы решили отпустить. Блин, твою мать. Вновь совершил диверсию. За ним постоянно наблюдали, но мы потеряли его из виду всего на пару минут. Он взорвал небольшой насос, в результате погиб. Фух. Одной проблемы меньше. Так, сам. И унес с собой 3, блин, наших людей.
Наше сожаление не передать словами. Надеемся, вы не станете судить нас всех по поступку одного безумца. Блин, засада. Так, мы тоже несем за это ответственность. Недовольство вырастет. Горячие ключи обрадуются. Не страшно, у нас шкала недовольства просто максимальна. Ее можно заполнять еще очень много такими пробелами и проблемами. Да. Но самое главное, поставки не пострадали. Чертов старик, диверсант, террорист. Какого хрена, жил бы себе доживал. Так, кстати, 58 из 40. Что можно сделать с этим? Что можно сделать с этим? Так, давайте подумаем. Либо улучшение. Повышение эффективности обогревателя. Кухню можно термоизолировать. Можно пост термоизолировать. Можно новые технологии добычи. В идеале бы, наверное, вот это. Топливо сжигания. Расход угля для печи будет снижен еще на 33%. Хотя у меня его просто жопой жмут, этого угля. Даже не знаю. Здесь ничего пока нельзя. Здесь тоже нужна сталь. Так, а здесь? Горные инструменты можно отправить. В детской шахте мало стали, поэтому место приходится пользоваться некачественными и плохо работающими инструментами. Отправим им новые. Давайте отправим. Так, ну что тут у нас остается? 19 часов до конца стрима. Ну, вернее, 18. Так, что такое? Опа, все. Нью-лондонцы. Сэр, к нам приближается большая группа людей из Нью-Лондона. Мы знаем, что им нужно. Но, вероятно, это карательная экспедиция. Приближается момент истины. Это будет настоящая проверка на решительность. Да. Что ж, пора закатать рукава, наточить вилы или что там, топоры. У меня бойцов много. 95 человек. Ну, 120 даже. Детей не считаем. Так, а вот это карательная экспедиция. Карательный отряд, чё. Ну, плюс у нас еще союзники есть. То есть, по крайней мере, 2 деревни. Точно. Может даже 3. А, так можно договориться же. Переговоры. Так. Это все. Прощать. Вроде в прошлый раз можно было в стене. Нам нужно много рабочих. Древесина, инженер. Это все. Или может быть, это... Я не помню, они, по-моему, где-то в этой области они в прошлый раз предложили мне помощь. Так, 17 часов осталось. «17 часов». Так, что едет? Древесина и... Ай, они еще... А, это уголь нам отправили.
Так, может тут прокачать все-таки. 50, 60. Не хватает, зараза. На 50. О, можно кухню прокачать. 30-20. Перекусили, можно смотреть дальше. Приятного аппетита. Не, по идее, все-таки нужно сжигать. Или лазарет. Ладно, это у меня должок на основную термоизоляцию кухни сделать. Или же все-таки... Где-то. А, не хватает. Ладно, давайте сделаем кухню. Лекс, Павлушка, приветствую тебя, спасибо. Спасибо за визитик и за твой добрый лайк. Лекс, Павлушка. То есть Павлуша. Зашел в гости после работы. О, спасибо, спасибо. Что, нашел время после работы зайти на стрим. Спасибо большое. Правда, я уже скоро закончу. Мы ждем 14 часов, и я буду заканчивать. Правда, начнем продолжение стрима. Когда уже? В пятницу? Ну, вернее, продолжение игры в следующую пятницу. К нам идут бить лица, люди из Нью-Лондона. И будем смотреть, что они нам сделают. Так сказать, оставим интригу на следующий стрим. 12 часов осталось. Так, кровопускание. Ну, надеюсь, не дойдет до этого. Тут потому что как будто бы идут взрослые дети. Опа, опять еды нет. Что такое, а? Опять без еды. Эх. Опять без еды, ну что за... Что за поставщики такие, а? Как с ними работать? Благосклонность высокая. Можно, кстати, запросить. Либо... Подожди. Либо отправить им что-то взамен на еду. Но у меня нет ничего, к сожалению. Поэтому я попрошу. Это не зазорно, я думаю. Спасибо. Может, слишком критично стало. О, обещание выполнено. Суперски. Так, хоть что-то. Так, ну что, ребятки, не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии, если вам нравится, и подписываться на канал. Вам не сложно? Мне. Так, у нас остается 10 часов до часа X. Так, я предлагаю что сделать? Предлагаю тогда промотать. Блин, сорян, гайс. Что-то они раньше пришли, раньше времени. Они пришли раньше времени. И они, похоже, не похожи на тех, кто готов бить лица. Так, конфликт. И да, в Нью-Лондоне. Так, это не карательная экспедиция, это обычные люди, они просят о помощи. Мы сбежали из Нью-Лондона, где царят город и хаос. Город. Печатка. Голод и хаос. Там все разваливается. Медицина, поставки угля, даже генератор. Руководство просто переругивается о том, что делать, но все стоит на месте. Прошу, помогите нам. Вы наша последняя надежда.
Некоторые из наших людей узнали в них своих родственников. Они обнимаются и ведут их домой. У нас нет выбора, мы должны их принять. Похоже, нам никто не будет делиться. Хорошая новость, good news, как говорится. Так, ну, тогда в таком случае... Круто. Круто. Так, и какая-то телега пришла. Аванпост 11. Мы слышали до вас зашли нескольких наших горожан. Большинство из того, что они говорят, правда. Урожай погиб, возник дефицит еды. Пришлось добавлять в нее опилки. Затем возник дефицит рабочей силы. А потом генератор ждал сбой. И все пошло по пизде. Чтобы предотвратить панику, мы попытались скрыть масштабы трагедии, поэтому вам и не рассказать. Нам срочно нужны люди и ресурсы. Отношения у нас в последнее время ухудшились, но все-таки очень просим нам помочь. Нельзя допустить, чтобы Нью-Лондон пал. Мне надо подумать. Так, все. Короче, надо посоветоваться. Время принять решение. Нью-Лондон приходит конец. Нужно поскорее принять решение. Но сперва можно посоветоваться с остальными поселениями, выслушать их жителей. От этого решения зависит не только наше будущее, но и всех людей в морозных землях. Все. Ну, ладно, видимо. Эту часть мы оставим, как говорится, на следующий стрим, ребят. Давайте сохраним. Сохраним сюда. Наверное, будет 2. Сейв. Yes. Так, и... Как говорится, все. Спасибо за стрим. Спасибо, что смотрели. Большое спасибо за 24 лайка. Это круто. Сегодня реально больше. Да. Большое спасибо. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем спокойной ночи. И пока-пока. До пятницы. Удачи, ребят.